честно, немножко не до конца еще проснулся, поэтому плюс еще наложился стресс, как-никак. Такая поездка у меня впервые. Поэтому, честно говоря, все, что запланировал сказать, уже забыл. Но я думаю, это не столь важно. В общем, у меня 2 рюкзака. Вот, один из них. Сзади второй. Сейчас я иду на трассу. И первая точка, куда я хочу приехать, где я хочу оказаться, это, надеюсь, будет Москва. Поеду я, скорее всего, попуткой. Но я думаю, будет это не единственный способ моего передвижения. Начинаю свой путь, кстати, с Прибалтики. Это Рига. Здесь как раз сейчас очень красивая погода, довольно тепленькая. Сегодня, конечно, дождик идет, но в целом это довольно теплая погода. И очень красиво, честно скажу. Потому что все в желтых листиках, оранжевых, красных. Так что очень красивая погода. Хочу рассказать немножко про самый первый участок пути, который меня ждет. Это Рига-Москва. На мой взгляд, это вообще самый тяжелый участок для меня, потому что, во-первых, у меня нет опыта автостопа, во-вторых, у меня 2 рюкзака. Вот, один лежит над вторым, каждый весом там в районе 10 килограмм, поэтому нет особой уверенности, насколько это все будет просто. И в-третьих, между Ригой и Москвой у нас где-то 900 с лишним километров, 900-950. И на пути всего лишь несколько городов. Это Екапелс, Резакне в Латвии и Великие Луки. Даже Великие Луки — это уже довольно маленький городок. Поэтому есть подозрение, что не все будет так просто, как кажется, но что поделать, в этом-то и вся соль приключений. Так что первый транспорт, на котором, кстати, поеду, это будет трамвай. Дальше доеду до места, откуда можно уже будет поймать попутку, и, надеюсь, меня довезут хотя бы, поближе как-то к границе с Россией, что ли. Вот так выглядит валидатор билетов в речном транспорте. Вот это вот. Кстати, машин довольно мало. И, честно говоря, это может быть мне даже на руку, поскольку трасса двухполосная и, возможно, остановиться будет сложнее. Но так как движение не сильно затруднено, то надеюсь, что будет возможность, если кто-нибудь меня все-таки... Хотя нет, машины все-таки едут. Если честно, опыта у меня не так много, но мне кажется, что остановка и разворот — это далеко не самое удачное место, где можно искать машину, когда ты автостопишь. Поэтому я, наверное, пройдусь немножко вперед, поищу более такое чистое пространство. С того момента, как я вышел на трассу, прошло уже 1,5 часа, я поменял... Это уже 4-е место, где я собираюсь стоять. И в каждом месте я стою где-то по минут 15-20 и иду все вперед от своего города. Просто это получается не совсем то место, где надо стоять, потому что мне надо, получается, в сторону Москвы, а это, получается, в сторону Европы. Поэтому, если даже кто-нибудь остановится, то не факт, что он поедет в ту сторону, в которую мне надо. Но в целом мне хотя бы движуха в нужном направлении, это уже намного лучше, чем ничего. Поэтому назад я уже точно не вернусь, возвращаться некуда. Поэтому продолжаю движение вперед. Простоял часа 2, наверное, на дороге, ожидая. Честно говоря, уже немножко начал терять надежду, что вообще автостоп существует. Как вдруг тормознули 2 очень крутых мужика. Привет там. И подвезли до того места, где лучше стопить. Я не успел снять вообще видео, рассказать, что меня уже подвезли один раз, как остановились еще раз и подвезли меня до того места, откуда я могу ловить уже прямую, так скажем, прямую машину уже до Москвы и вообще в том направлении. И угадайте, куда я приехал? Я приехал обратно в Ригу. Пока шел по трассе на новое место, где я буду стопить, нашел такую интересную штучку. В общем, место, докуда меня довез фурист, мне не очень понравилось, потому что оно как раз перед мостом, а там получается поворот вообще в другую сторону. И половина машин поворачивает под мост, а вторая перестраивается во второй ряд. Поэтому я решил пройти немножко сюда. Во-вторых, машины, которые едут с моста, они тоже едут по направлению, в том направлении, в котором мне нужно. Поэтому я надеюсь, что кто меня подвезет, будет намного выше шанс.
Штраф за выброс мусора из машины до 3000 евро. Так что оставайтесь культурными, ребята, в Европе. Сейчас нахожусь в маленьком городке Лелварде и очередной раз убедился в том, что я неправильно выбрал путь. Точнее, неправильную трассу, потому что на московской трассе еще километров 100-150. Меня подкидывают как бы на маленькие дистанции. Но я не опускаю рук, поэтому надеюсь хотя бы до границы с Россией добраться за сегодня. Было бы очень хорошо. На том месте, где я стоял в прошлый раз, я подождал целый час. Так никто не остановился, поэтому я решил пройтись немножко вперед. Потому что на самом деле надоело уже ждать. Дошел до заправки, буду подходить к людям, спрашивать, может быть, кто-нибудь подкинет. Но так как заправка полностью пустая, я все-таки вернулся обратно сюда, на эту трассу. И надеюсь, здесь хотя бы просматриваемость есть, люди видят издалека, может быть, кто-нибудь остановится. Вот я расстался со своим 4-м стоппером и продолжаю дальше ловить. Меня подвезли опять на 20 километров всего лишь, поэтому придется стопить еще. Что интересно, что чем дальше от Риги, тем движение на дороге становится все более редким и редким. Вот сейчас, допустим, приезжает буквально 1-2 машины, и потом до очень долгое время нет машин. Меня довезли до небольшого города, где как раз соединяются 2 больших дороги. Я очень надеюсь, что следующая машина меня довезет хотя бы до границы с Россией, точнее, как-то поближе за границей, что ли. Здесь довольно миленькие такие дома. Вот. Если посмотреть с трассы, выезд, не знаю, это хутор или что это. Вот, в общем, довольно классно выглядит. Буду искать машину дальше. Дорога совсем пуста. Поэтому я решил перекусить немножко. Вот, ни одной машины ни в одну, ни в другую сторону. Вот как замечательно выглядит здесь роща березовая. Только что меня до Екапелса подвезли замечательные люди. Им привет. Большое спасибо. Очень здорово получилось, что я только вышел после этого круга, и меня сразу подобрали. Реально круто. Учитывая, что я по 2 часа ждал в городах до этого, то это был такой прям сюрприз. Честно говоря, меня немножко смущает, что солнце уже садится, потому что солнце действительно уже низко. И через, наверное, часа 3 уже будет очень темно. Поэтому за 3 часа мне желательно добраться как-то поближе к границе с Россией. Ну вот, и у меня мысль такая, что сейчас город Резекне, если доберусь до него, тогда уже буду думать, ехать ли дальше. У нас дома есть собачка. Собачка есть, да? Да. Вот, я сейчас камеру включил, я просто снимаю на YouTube видео. Поэтому вот хотел сказать, что вот только я подошел, снял прошлое видео, и вы как раз меня подобрали. Как тебя зовут? Агрис. Агрис? Да. Да. Домой едешь? Нет. А куда? Бабушки. Бабушки. Отдыхать будешь? Чем вы там будете заниматься? Может, приедет их сестра. Отдыхать будете, да? Да. Как я ожидал, меня докинули до последнего города очень быстро. Я только доснял последнее видео и сразу меня подобрали. К сожалению, я закинул телефон в рюкзак, который лежал сзади, не было возможности его взять. Тем не менее, добрался очень быстро, комфортно, и, как всегда, добрые люди не оставили меня в беде. Ну вот, получается, что до Москвы у меня чуть меньше, чем 700 километров, и до границы в районе 30 километров. Так что буду искать попутку, где остановлюсь на ночь, еще не знаю, вообще ничего не знаю, как всегда, впрочем. В общем, пойду тогда через дорогу и буду искать последнюю попутку до границы, либо до города Лудза. Как она будет, скоро узнаете. Интересно, да, что штрафы за мусор, как отъезжаешь к границе с Россией, становятся в разы дешевле, практически в 10 раз. Но все равно мусорить нельзя в любом случае.
Вот, уехал еще один мой человек, который мне очень помог сегодня. И остался перед границей с Россией, буквально здесь, наверное, километров 5, мне кажется, но хочется добраться до границы. Чуть-чуть совсем осталось. Просто начинает темнеть. Сейчас на самом деле время только 6 часов, а уже настолько темно. Если посмотреть, уже ничего не видно. Прошло, наверное, минут 20 с того момента, как я сюда приехал, и потемнело вообще. Настолько сейчас стало темно, что вообще ничего не видно. Что-то мне подсказывает, что людей пугает вот эта штука. Когда я стоплю, все люди почему-то очень сильно притормаживают уже заранее, очень внимательно рассматривают, но поворотом чуть-чуть подальше. Машины причем приезжают довольно часто. То есть за минуту приезжает от 1 до 10 машин. То есть эти машины вот проехали, вон следующие уже едут. Стало прохладно, так что пришлось достать куртку. Хорошо, что я взял с собой кучу вещей, поэтому даже зимняя куртка на самом деле пригодится, потому что сейчас под вечер стало реально холодно. Было решено все-таки пойти на заправку. Во-первых, эта дорога соединяется с другой одной дорогой, и шансов поймать попутку в принципе раза в 2 больше, чем только здесь. Ну и плюс, может быть, кому-нибудь подойду из людей, кто будет заряжаться, заправляться, имею в виду. Иду по такой жуткой улице до моей заправки. Осталось идти в районе 3 километров. Но на улице уже настолько потемнело. Совсем темно. Я не знаю, видно что-нибудь или нет. Наверное, нет. Улицы просто пустые. Стою посреди перекрестка. Все просто пусто. Ни одного человека вообще. Все это время шел до заправки. А оказывается, никто здесь не заправляется. Те, кто едут на границу. Людей здесь вообще нет. Полностью пустая заправка. Ни одной души. И причем самое печальное, что вот эта дорога, на которой, в принципе, надо стопить, она не освещена. Представьте мои чувства, шел по пустой дороге, никого нет. И тут почувствовал, что рядом кто-то есть. Повернул голову и заметил несколько псов, которые сопровождали меня в полной темноте. Пока мы шли вместе, визуально искал места, которые помогли бы спрятаться от собак. К счастью для меня, собаки отстали. Из-за фобии собак пришлось искать место для ночлега, плюс на улице было слишком темно для стопа. Выбор лежал между крышами сараев и лестничной клеткой многоэтажных домов. У меня нет опыта ночевки в подъездах и на крышах сараев, но второй вариант мне нравился больше. Поэтому ищу дом, в котором меньше света в окнах, потому что хочу лечь между 2-м и 3-м этажами. А вот еще один подъезд, где нет света во всех окнах. Здесь только на 1-м, что на самом деле довольно хорошо. И в крайнем доме тоже. Получается, только на 2-м этаже. Сейчас обойду дом и посмотрю, есть ли свет с другой стороны. Опа! А подъезды вообще не закрыты. Получается, они открыты. Так что могу пройти и посмотреть, что внутри. Здесь довольно приятный запах, поэтому мне кажется, что и, может быть, соседи нормальные будут. И здесь места намного больше. Если сравнить ширину рюкзака, то даже если поставлю постель здесь, то даже здесь человек сможет пройти. Так что попробую лечь здесь. Вот примерно вот так я надеюсь, что проведу всю ночь. Подо мной 2 коврика, а за головой 2 рюкзака. Слышу голоса. Скорее всего, это детские голоса. И в подъезд уже раз 6 кто-то заходил. Но хорошо, что все на 1-й этаж. Надеюсь, что меня никто не потревожит среди ночи. Так что пока что посплю, попробую поспать хотя бы часика 2-3. А потом, не знаю, наверное, приготовлю что-нибудь покушать. И тогда уже буду спать до рассвета. Вот такие вот у меня планы. Я не заметил, как уснул, и буквально через полчаса кто-то закрыл щеколду, и мне показалось, что это потому, что я храпел. Поэтому я решил поменять дислокацию, вышел пока что на улицу, и на горелке сейчас попробую приготовить
Точнее, не приготовить, а просто согреть турецкий горох. Поэтому пока что минут 15 дышу свежим воздухом и пойду найду, наверное, новое место. Хотя то место мне очень нравилось. Вот, приятного мне аппетита. Одни из последних моих запасов. Одни из первых и последних. Я проснулся буквально за 2 минуты до того, как приехала машина. Машина, я не знаю, видно, не видно. За 2 минуты. Она подъехала как раз к этому подъезду. И я почувствовал, что человек все-таки пойдет сюда. И действительно, так оно и оказалось. Как раз женщина поднялась прямо на тот этаж, где я спал. Так что к этому времени я успел скрутить спальник, собрать все свои вещи. То есть мы встретились, но как бы я успел не спалиться, так скажем. Сейчас уже 6 утра, и даже не знаю, честно говоря, двигаться дальше или еще чуть-чуть поспать. Ну, довольно темно еще, ничего не видно, поэтому, наверное, поищу какое-то местечко на часик, на 2.